Всем привет, дорогие друзья! Рад приветствовать вас в новом ролике. Сегодня будем добывать арматуру. Может, еще что-нибудь разобьем моим новым инструментом. Хочу передать большущий привет и огромное спасибо за очередные 2 косаря Александру из Уфы. Саш, привет! Благодарю тебя за эти донаты. Вот, считай, по сумме на кувалду ты и закинул. Спасибо, дружище. Также на ваши донаты заказал ящик с инструментом. Это ключи-трещотки, набор головок и так далее. Не помню уже, что там еще находится. Авито-доставкой. Надеюсь, скоро настанет тот день, когда я уже что-то себе куплю. То, что хочу. Взял еще с собой болгарку. Сейчас сначала отпилим все, что легкодоступно, а потом уже приступим, например, попробовать подолбить вот такие вот плитки. Я не уверен, что они отвалятся, но все-таки попробуем. И вон там вон полно тоже арматуры всякой. Будем работать в основном там. Разбил один вот такой вот козырек
вылетел отсюда он. Хорошо, что не был заварен до конца, так бы не вышел. С этой стороны я смог его отпилить, так как был он здесь вот с краю располагался, и уже экскаватором или чем он был согнут. Здесь я надпилил, согнул его, и хорошо, что эта сторона не держалась, она вышла. Больше такое в своей жизни я не буду пытаться достать. Я вон там попробовал, вообще мертво просто. Здесь тоже помучился, это только без толку силы переводить на ветер. Вес, конечно, есть, но мучиться выбивать вот это просто жесть. Я лучше уж старые добрые арматуры вот сейчас посрезаю. Некоторые еще можно кувалдочкой подолбать, поработать. Но вот такое вот, ну ее нахрен.
Вот за что я не люблю, друзья, вот такие канаты, скрученные в проволоку. Сейчас пилил, она мне, короче, отрикошетила. Ну, то есть я ее распилил, но пытался ее вот так вот выдернуть. То есть вот последний зубец сломать. Она как отрикошетит мне, вот эта проволока. Я получил такую вот травму глубокую. И смотрите, что случилось с моим диском. Сейчас пилил вон там. Точно так же в диск отрикошетила, стрельнула вот эта проволока. Смотрите, что с диском стало. Все, короче, на помойку. Только поставил новый. Вот отпилил им буквально арматура 4. Все, на помойку. Вот за что я ненавижу вот это вот говно. Лучше уж пилить арматуру, вот такую хотя бы тоненькую. Но вот, блин, вот такое вот дерьмо я просто не перевариваю. Вот, остался один прутик последний. Сейчас поставлю диск, допилю. Не знаю, диск совсем у меня маленький остался. Домой придется ехать. Вот аккумулятор один сел, второй поставил. Вот такие дела. Рана, кстати, глубокая, но кровь особо не идет. Прям в мясо. Не особо сегодня удачная поездочка вышла, друзья, за металлом. Сейчас я под такой ливень попал, просто жесть. Вот только до кустов доехал, шел на открытой местности, некуда спрятаться. Вон, с кепки все капает, весь промок нахрен. Вот такое количество наотбивал, напилил. Тут совсем немного, много времени прошло с того выхода, уже вот после дождя все заросло. Вновь накрыла жара, уже несколько дней держится. Жара не дает ни копать, ни в сарайчике возиться. Сарай расположен на солнечной стороне. Крыша нагревается, внутри заходишь, как в бане. А дел дофига и больше. Как раз именно в нем, в сарае, и предстоит мне в дальнейшем работать. Недавно я пробовал пошурфить. Выпущу потом отдельный ролик. Покажу, как обстоят дела там с добычей. На одном из таких копов там запалили костер. Рабочие валяли болт. Приехал экскаватор Камацу, плиты подолбить, арматуру доставали ребята. Доехал туда после вечерком, нашел кое-какие железяки. Это вот такие трубы. Здесь на концах имеется даже латунь. Тут вот нужно еще ее отпилить. Такую вот трубку еще нашел. Она сливается со всякими деревяшками, но от меня не сбежала. Вот что удалось найти прямо рядом с костром, что выгорело с краю. Такие вот две пилы, какие-то листы, все в смятку, в хлам, прожженные. Вот проволоку накрутил. Ну и такое вот, что попалось. Это вот с бетонных плит. 2 ложки, не знаю, нержавейка, нет. Вот это, скорее всего, нержавейка. Какие-то провода медные. Вот этот провод алюминиевый. Вот это, наверное, тоже алюмишка. В костре еще было что тогда доставать, но он не прогорел. Заехал туда через денек, снова кое-что нашел. Кто ищет, тот опять найдет. Нашел подкладку в сборе, полный комплект с костылями. Трактор где-то копнул, наверх поднял, когда вот ворошили эти плиты, выдергивали. Лежала прямо на земле, в грязи, отбил вот с нее. Все это такое дело. Хороший увесистый металл. Попалась даже медь. Но я предполагаю, что она будет сыпаться. Может быть, и не будет сыпаться. Вот такой вот мелкий трансформатор. Это, видимо, алюмишка кабельная. Не сплавился в костре. И побольше трансформатор. Вот тут стоит. Вон она, медяха. Будем снимать, разбирать. Медь всегда приятно. Хоть ее даже мало. И вот такие вот железки, всякий черный металл пособирал от плит. Вот еще раздобыл куски. Ну и что было можно из костра достать, забрал. В соседних областях до плюс 37 обещают. Ну, у нас примерно где-то так. Вон у меня какой бардак. Дела стоят, все нафиг заброшено. Завтра с утра вновь поеду туда. Там есть еще что забирать. И снова применять будем кувалду. Мужики кое-что после себя оставили. Время без 15, 7 утра. Выбрался сегодня довольно-таки рано. Ну, пока доехал, еще минус полчаса.
пока по лесу прошел. Сеточки от дивана, которые сгорели в костре. Сейчас мы их тоже заберем. Вот такие две сетки. Там в костре еще валяется одна. Сейчас попробую ее достать. Вчера попытался, но там еще в этом костре все тлеет и туда просто не пролезть. Сейчас глянем. Еще дымится, конечно, но, наверное, уже залезть туда внутрь можно. Не хочу, чтобы сплавились мои сапоги. В лес я пока копать не суюсь, так как везде вот такие кругом дебри выше моего роста. И делать там нефига. Займусь пока шурфом. Я тут шурфить начал. Здесь вот экскаватор доставал плиты. Кое-что доставал, кое-что они сами долбили арматуру. Вот здесь вот пару железок вчера нашел в песке. Тут вот можно еще что-нибудь отпилить или отбить. Попозже сюда подойдем. И подкладочку я нашел. Вон в том месте прямо лежала на песке. Ну, когда экскаватор копает такую сырую землю, вообще ничего не различить. Железо это или деревяшки. Тут вон один хлам кругом. Вот здесь плиты вот так вот лежали в два ряда. Оттуда вон и сквозь вот до сюда. Вот их забрали. Вот еще металл какой-то. А, ну, копать надо, видать. Да, это надо копнуть. Вот тут вот где-то лежало. Или здесь. Или вот тут. А, вот я с нее отбивал. Вот мусор. Где-то вот тут лежал. Не знаю, откуда он ее копнул. То ли здесь брал экскаватор и потом все закопал. Тут вот вроде как ям-то особо нету. Здесь, когда ручей копали, я находил штуки 4. Здесь сброс задвигали, вот этот овраг. Потом на шурфе все расскажу, чтобы не было каких-то вопросов, откуда здесь это все берется. Тут вот что-то наворочили, битум что ли, кусок. Вот тут вот весь фундамент вынули. Ну, плохо собирают мужики. Кое-что оставляют, копают, бьют. Все равно находки кое-какие после них остаются. Блин, я, прикиньте, еще забыл перчатки. Вот возился в своем сарае, там отбирал, что с собой сегодня взять, что мне нужно. И, короче, перчатки мимо нахрен. Также меня искусали комары, пока я по лесу сюда добрался. Не взял флакончик, не стал. Я сегодня в шортах и в майке, так как уже сейчас жара. Вот, 7 часов, уже жарко, душно. Не взял флакончик с собой, потому что на голую кожу я не хочу им больше брызгать. Приходишь домой, вот это все смываешь, и потом просто чесотка какая-то на тебя нападает. Я не знаю, такой, который я раньше покупал флакончик, его сейчас в продаже нет, который я раньше брал. Купил какую-то херню, потом весь исчесываешься, как я не знаю что. Может, он так на воду реагирует, когда смываешь. Когда его просто распыляешь, ничего такого нет. А вот когда смываешь, может, он с водой реагирует, так не знаю. Вот еще арматурка валяется. Небольшая. Да, без перчаток, конечно, очень худо сегодня будет. Плиту вот эти экскаватор раздолбал, который я пилил в начале видео. Вот такие вот кусочки здесь остались. Вот нормальная арматура. Здесь раза 3 ударил, и все вылетит. Приступаем, друзья. Потом заглянем вон туда.
костер уже 5-й день горит, вообще пофиг. Не собирается даже тухнуть. Вот, тлеет. Поэтому есть вероятность, ну, провалиться внутрь. Вон она, сетка лежит. Ну, туда, видать, еще не зайдешь, если вот отсюда, но не знаю, там пепла до хрена. Может, еще тоже горячо. Все тлеет. Там вон лист какой-то валяется. Вроде нормальный, большой. Сейчас попробуем оттуда залезть. Возьму еще такой опять брусочек. Трапы буду сейчас опять строить. Тепло идет оттуда. Скобку нашел. Еще железка. Ручка от ведра. Я уже, друзья, благополучно доехал домой. Сейчас пока там крутился возле костра, искал ту скобку, которую выкинул из пепла. Ищу, хожу, не вижу ничего. Подъезжает сзади крузак черный. Я такой оборачиваюсь, смотрю. Ну, думаю, сейчас что-нибудь скажут. Начальник какой-то приехал, может, начальник безопасности, не знаю. Посмотрел, как там возле костра обстоят дела. Ну, он обычно туда каждый день подъезжает на машине, уже не первый раз это. Я замечал, когда там находился, уехал. Думаю, ну, ничего не сказал, уже хорошо, так как некоторым персонам были там уже замечания, типа, что вы сюда ходите, что тут делаете. Все, в общем, загрузил, отправился в путь. Еду, смотрю, опять этот крузак стоит посреди дороги возле леса. Ну, думаю, меня ждет по-любому, сейчас вот точно что-нибудь скажет, типа, что я везу, ну, да хотя, что я везу, сам, наверное, видел, что я делаю там. Еду, подъезжаю к нему, может, не знаю, может, отлить. Мужик пошел в кусты, сел, короче, и уехал. Фу, думаю, ну еще раз пронесло, это уже хорошо. С той кучи, где я копал в прошлом видео, меня турнули. Ну как турнули, вышел охранник, крикнул мне, якобы, на сегодня хватит. Я так махнул ему и ушел. Ну, я выбирался туда покопать, посмотреть, есть там что-то или нет. Там еще полдня вывозили вот эти вот кучи, ничего вообще не нашел. Махнул ему рукой и собрался, ушел оттуда. Не знаю, может, в цеху проверял каких-нибудь алкашей. Вышел, заодно меня заметил. Никуда я туда близко не подходил, был просто вообще наверху. Крикнул, ну и ладно, крикнул-то крикнул. Может, смотрят меня там в коптерке у себя. Прогнали, чтобы я там много у них не копал. Люди разные бывают. Может, он угорнул, просто так крикнул. А может, есть род таких людей. Я не копаю, ты не копай. Фиг его знает. По весу в мешке арматуры даже, наверное, на 10 не будет. Вес небольшой. Ну, все сами мало погодя взвесим за всю серию. Вот сетки. Все положим на весы. Уложил весь металл на весы. Показываю вес, пока ветер не сдул. Мои пирамиды 96 килограмм, почти 97. Вес хороший. Я вчера еще вечером доехал посмотреть. Может, что-то еще подкинули за дневную смену. И да, подкинули. Опять что-то, короче, где-то разбирают. Какой-то жилой дом старый. Бревна вот эти, ну, старые. Что лежало дома там. Матрасы, кровати, шкафы всякое вот. Ну, вот это вот раздолбанное. Все выкидывают туда. Вот. Доехал туда вчера. Но меня опередили пацаны. Ну, ничего страшного. Школьники. Сейчас период такой. Все собирают. Все, кому не лень, до сентября. Вот. Я все-таки что-то нашел. Залез в стол. Столы они не проверяют, но мы уже такие, так сказать, опытные немного собиратели. Залез в стол, там вот такой лишь железо лежал. Крышка какая-то. И насобирал, считай, наверное, 10 килограмм вот таких вот штучек. Я не знаю, что это такое. Они были рассыпаны, там, короче, мешок был порванный. Они рассыпались, я их все собрал. Тут, считай, вот такого вот хлама мелкого 10 килограмм. Вот сахарная сумка. Такие вот штучки поскручивал, которые поддались. Вот от дверей, от калиток.
Ну и в столе лежали вот такие вот еще медные провода. Терка и вот медные провода. Пацаны там насобирали всякие листы. Наверное, был дом крыт железом. Старые листы. Смотрю, у них кастрюли, чайники и всякое такое прочее. Но я не только собрал эту сумку, взял вот такую вот пружину здоровую. Я не буду взвешивать, добавлять видео, так как видео можно продолжать бесконечно добавлять. Вот я сегодня сходил, потом, я еще вечером сходил. Не буду это вес вообще добавлять. Вот 97-96 килограмм. Все, на этом хватит. Сейчас буду все закидывать в кучу. У меня тут не пройти, не проехать, блин. Буду сейчас заниматься, хоть и жара, но что поделаешь. Вообще уже здесь вон скопилось. Вчера какими глазами смотрел на меня пацан, когда я доставал вот эту пружину. Матрас был такой уже, я прям его руками все разделал быстренько. У него такие глаза, он смотрит, ё-моё. Матрас разделал, такая решетка здесь килограмм 13, наверное. Вот таких больших. Весь сегодняшний цветной металл. Ложки оказались из нержавейки. Гармошечки 2 штуки. Медь не развалилась вообще. Просто шикарная. Помыл ее. Вот такая вот медяшка. Тут немного, может грамм 100 будет, если наберется. Или 80 примерно, где-то так. Алюмишка, тоже алюминий. И латунь. Вот с этой еще нужно делать доработки. Ее бросать в костер, так как, думаю, она отсюда никак не выкрутится. Но это как-нибудь в другой раз. Выход получился неплохим. Заодно опробовал кувалду в действии. Она уже, конечно, проскакивала в одном из роликов. Но теперь уже попробовал ее в настоящей такой работе. Хорошая кувалда, отдачи вообще по рукам никакой нет. Кувалдочку я брал не только для работ со всякой арматурой на промзоне, но и она также пригодится в дальнейшем хозяйстве. Вот мне сейчас нужно 2 трубы вколотить в землю. Чтобы не бегать, не искать, не спрашивать по 100 раз. Еще может потом пригодится. Все равно в хозяйстве своя вещь, она есть своя. Спасибо еще раз большое донатерам. Спасибо Александру. До новых встреч, друзья. Увидимся в новом ролике. Надеюсь, сниму как-нибудь концовку уже. Хочу добить полностью крапиву, в которой я шарюсь. Там осталось совсем немного, но сейчас жара просто не дает. Я туда нафиг не пойду, в эту душегубку в лес. Ставьте лайки, пишите комментарии. Кто не подписался, подписывайтесь на канал. Всем пока, всем удачи.